Здравствуйте, дорогие мои творческие друзья! С вами Хио, и сегодня мы будем шить шорты и топик для кукол. Выкраиваем детали, добавляя несколько миллиметров на швы. Для шорт я возьму джинсовую ткань, а для топа трикотажную. Саму выкройку шортиков можно сделать из любой выкройки брюк или джинсов, регулируя длину и ширину по своему желанию. А чтобы сделать отвороты, по нижнему краю штанины прибавляем примерно 1,5-2 см. Для начала берем переднюю часть шорт и обрабатываем срезы кармана. В округлых местах надрезаем припуски. Для удобства я немного зафиксирую их каплями клея. А затем прокладываю строчку по краю. Теперь пришиваем или приклеиваем заднюю стенку кармана. Можно сделать его почти незаметным, а можно добавить немного контраста, повернув деталь наизнанку. Делаем все то же самое и с другой деталью. Я буду делать застежку сзади, поэтому сшиваю обе передние детали по вот этой линии. А также я буду всегда делать отстрочки по бокам. Тем самым добавлю деталей и дополнительно зафиксирую припуски. Теперь берем пояс. Я сделаю небольшой защип в центре, чтобы сымитировать шов. И пришиваем пояс к передней части. Разложив припуски,
делаю отстрочки по бокам шва, а также продлеваю отстрочку по поясу и делаю имитацию ширинки. Заднюю часть пояса пришиваем к задней части шорт. Повторяю все это для оставшихся задних деталей. Теперь к передней части по бокам пришиваем задний. Если будете делать отвороты, то сшивайте детали не до конца, а до того места, где будет верхний край подворотов в 2 сложения. Чтобы избежать неаккуратного изнаночного шва снаружи, можно сделать надрезы на припусках. Также делаю отстрочку и продлеваю одну строчку на задней части пояса. Повторяем все это и с другой стороны. Подгибаю 2 раза низ на всех деталях. Сшиваем по бокам передние детали с задними до вот этой линии. И сшиваем задние детали, оставляя прорезь для застежки. Теперь нужно подшить верхнюю часть пояса. И осталось только пришить застежку. В этот раз я возьму кнопку. Поэтому загибаю и прошиваю припуски сзади. И пришиваю кнопку на поясе. Теперь сошьем топик. Его выкройку можно сделать из любой кофты. Варьируя ширину и форму лямок, можно легко создавать различные виды топов и маечек. Для начала сшиваем детали по плечам. И так же, как и ранее, я буду отстрачивать все швы. Затем, подогнув припуски, обрабатываем горловину и пройму.
Теперь сшиваем переднюю и задние детали по бокам. А также подгибаем и подшиваем низ топика. Ну и конечно застежка. Здесь я возьму липучку. И пришью ее на края задних деталей. И вот такой летний комплект у меня получился. А свои работы по моим мастер-классам выкладывайте в Instagram с хэштегом HyoDollCraft. Надеюсь, это видео вам понравилось и оно было для вас полезным. Ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. А если вы хотите, чтобы видео выходили чаще, рассмотрите возможность поддержать меня на Patreon. Бесконечного вам вдохновения и до новых встреч!